Всем привет, друзья! Я дизайнер интерьера, и сейчас я делаю ремонт в своей собственной квартире. Но друзья постоянно меня спрашивают, почему ты делаешь такие решения, такие сложные и дорогие решения? Можно же было сделать гораздо проще и гораздо бюджетней. Многие считают, что дизайнеры им просто впаривают какие-то дорогие материалы, но это не так. Дизайнерский ремонт – это в принципе дорого, это не может быть дешево. Но для того, кто не связан с дизайном, многие вещи могут показаться незначительными. Давайте я расскажу, на чем я не стал экономить, но что вы можете упростить. От черновых стен до мебели и штор. Какие есть приемы, чтобы недорого сделать стильный и интересный индивидуальный интерьер. Досмотрите видео до конца, я думаю, оно будет полезно еще и тем, кто не очень разбирается в строительных процессах и кто хлопает открытыми глазами, когда строитель ему что-то там рассказывает, знаете, таким уверенным голосом и говорят: вам это точно надо. Досмотрите видео, и вы поймете, надо вам это или не надо. Для начала одна очень важная мысль. Интерьер может стоить дорого, может быть дорогой ремонт, дорогие материалы, но для вас он не будет нести никакой ценности. Поэтому обязательно, когда ремонт закончен, заполните его какими-то дорогими именно вам вещами, какими-то артефактами, и тогда интерьер будет для вас более уютный и более ценный. Еще один важный момент, чтобы сэкономить, я брал на свой ремонт не строительную компанию, а специалистов отдельно. Это получилось значительно дешевле, но при этом у меня постоянно болела голова от того, что мне приходилось быть прорабом, менеджером объекта и постоянно контролировать всех этих смежников, чтобы они между собой тоже правильно сотрудничали. И, в принципе, та большая разница между отдельными специалистами и строительной командой, она компенсировала все мои расходы, но, к сожалению, мою головную боль ничто не компенсирует. И если квартира небольшая, работ немного, то, в принципе, это небольшая проблема. Но если реально большой проект, большая квартира, много всяких смежников, то минимум, что нужно иметь, это дизайн-проект. Без этого у вас точно взорвется голова. Ну, давайте уже перейдем к деталям. Демонтаж газобетонных стен. Первое, что я сделал, это сломал все газобетонные стены, заделал получившиеся в стяжке штробы от этих стен и потом возвел стены заново из гипсокартона. Причем это был не просто гипсокартон, это был целый пирог. То есть сначала стойка, потом фанера, как подложка, как закладная, потом гипсокартон. Причем это был не обычный гипсокартон, а акустический гипсокартон. То есть целый пирог. Некоторые стены я просто целиком зашивал в первый слой фанерой, чтобы максимально избавить себя от возможных вариантов с закладными потом. То есть в любое место я могу ввинтить полочку. Где-то для экономии я делал только локальные закладные, то есть вот здесь у меня будет радиатор, здесь будет закладная, здесь у меня будет полочка закладная. Больше я не делал стен, то есть просто 2 листа гипсокартона. Чтобы сэкономить, конечно же, можно оставить газобетонные стены, но я хотел за счет гипсокартона поднять шумоизоляцию. Кроме того, я полностью поменял электрику, об этом чуть позже, и гипсокартоновые стены позволяют очень легко между слоями гипрока проложить все провода. Эту пустоту я заполнил минватой для большей шумоизоляции. В принципе, гипсокартоновые стены в 2 слоя с каждой стороны – это самый акустически правильный вариант, чтобы сделать максимальную шумоизоляцию между комнатами. Конечно же, в погоне за шумоизоляцией можно дойти до крайности, я не занимался этим. Но если вы хотите прям настоящую шумоизоляцию, то вам нужно делать акустический расчет, использовать специальные блоки для светильников, для розеток, специальные материалы, но вы, наверное, получите процентов на 20, например, более тихую атмосферу и при этом заплатите раз в 10 больше. Тут уже каждый считает для себя. Вообще у нас сегодня выпуск как сэкономить, а не как потратить весь ваш бюджет на шумоизоляцию. Чтобы сократить расходы на гипсокартоновые стены, можно минимизировать количество фанеры в качестве закладных, то есть сделать только там, где это необходимо. Еще можно заменить фанеру на более дешевые USB-плиты. В принципе, это тоже вариант, и USB-плиты используют даже в самых дорогих ремонтах. Еще вариант. Можно использовать только 1 слой гипсокартона. Я часто такое вижу, но по мне это очень хлипкая конструкция, и она для меня не внушает доверия. Но если вы хотите закладную в таком случае, когда у вас 1 слой, то фанеру можно крепить не в качестве первого слоя под гипсокартоном, а просто закреплять ее между 2 стоек. В принципе, такой вариант тоже подходит. Полная замена электрики от застройщика.
я для себя решил полностью поменять всю электрику, всю электропроводку, развести ее заново. Кроме того, над дверью был еще электрощит, но это самое глупое расположение электрощита, что я видел в своей жизни. Он находится над дверью, и чтобы, например, уходя выключить автоматы, мне приходилось подпрыгивать или вставать на какие-то козлы, чтобы выключить крайний автомат. Но это же полная глупость. Поэтому я его перенес в стену поближе, чтобы можно было легко им пользоваться. Еще я сделал отдельный щит слаботочки, там будут располагаться трансформаторы от приборов низкого вольтажа. Конечно же, это очень большая часть бюджета, это время, и если вас устраивает электрика от застройщика, то, наверное, можно ограничиться какими-то локальными продлениями, раздвоениями розеток, если вам их не хватает. За кухней вообще можно заново развести, потому что все равно вы эту стену будете закрывать кухней. В принципе, вот этим можно ограничиться. Но я бы, наверное, еще поменял автоматы, потому что застройщик обычно ставит самые дешевые автоматы, которые постоянно вылетают, которые портят вам жизнь. Купите нормальные, качественные автоматы, и у вас не должно быть никаких проблем. Также, если вы не хотите делать отдельный щит слаботочки, то трансформаторы можно располагать местно. Например, рядом со светильником расположить рядом с ближайшим шкафом, ну и также рядом с каким-нибудь зеркалом, тоже куда-нибудь спрятать в тумбу. Единственное, что, конечно же, нужно это все проработать заранее, потому что когда все уже сделано, то очень часто возникают проблемы, куда этот трансформатор спрятать. Мы недавно были в Дубае на острове, на вилле за 30 миллионов долларов. И когда мы ехали на лифте, то наверху была закарнизная подсветка, и я видел трансформатор. Вот это я вижу в роскошном, дорогом особняке, на самом виду, в нише, торчит, блин, трансформатор. Ну, ребят, ну что это такое? Вот заранее подумайте об этом, и если вы не хотите тратиться, ну и заморачиваться со щитом слаботочки, то, по крайней мере, подумайте, где, в какой нише, в какой мебели вы эти трансформаторы спрячете. Двери скрытого монтажа. Это, конечно, вообще вот отдельная головная боль, отдельная история. Я очень люблю эстетику минимализма. Мне нравятся скрытые плинтуса, открытые двери, вот эта вся история, когда ничего не торчит, все заподлицо со стеной, когда это все можно покрасить в один цвет. Но есть проблема. У них нет наличников, поэтому все работы нужно сделать идеально, причем их нужно сделать на черновой стадии, выставить правильно, до миллиметра. При этом нужно учитывать, какая будет финальная нулевая отметка чистого пола. Сколько миллиметров у вас съест малярка, чтобы она идеально подошла к двери, какая будет высота перемычки. В общем, это столько всяких разных параметров, которые нужно заранее учесть, и будет ясно, что вы все правильно сделали только в самом конце ремонта. Шанс промахнуться очень велик. Ну и цена на скрытые двери, она довольно кусачая. То есть есть дешевые двери, но они мне очень не нравятся. Они выглядят как какая-то дешевая такая, знаете, картонка. И все нормальные скрытые двери, они начинаются от довольно высокой ценовой категории. И, наверное, проще купить двери с классическим наличником. И они за меньшую цену будут смотреться лучше. Если вы используете классические двери, конечно же, проемы нужно готовить только по техническому заданию от производителя дверей. Но все равно шанс избежать ошибок, он гораздо меньше. То есть у вас вариант для маневра, он расширяется. И еще вариация классических дверей и ценовых диапазонов для них гораздо шире. Скрытых дверей все-таки всего лишь несколько фабрик, и выбор очень маленький. Нестандартная высота дверей. Продолжая тему дверей, у меня будет дверное полотно высотой 2,4 метра. Мне очень нравятся высокие двери, как они смотрятся, как они визуально увеличивают высоту потолка. И входная дверь двухметровая стандартная довольно смешно смотрится рядом с ними. Но, конечно же, за все нестандартное приходится переплачивать, и высокие двери стоят значительно дороже. Если вы захотите двери еще выше, то выбор у вас еще сильнее уменьшится, а цена очень сильно вырастет. В плане эстетики шпанированное полотно смотрится, конечно же, эффектней. Это натуральный слой дерева, но и стоит оно значительно дороже. Я, чтобы сэкономить, взял ламинированное полотно. Оно, конечно же, дешевле. Это искусственный материал. Но есть один важный плюс. Искусственный материал прослужит вам гораздо дольше, потому что любое касание натурального шпона может его испортить. С такой дверью нужно быть очень аккуратным. Есть еще один момент. Если бы моя дверь была чуть-чуть шире или чуть-чуть длиннее, в общем, что-то еще более нестандартное, то она бы тупо не влезла в лифт. И мне пришлось бы платить за подъем по черновой лестнице. Конечно же, это стоило бы значительно дороже. Мы сегодня с заказчиками обсуждали их будущий проект. У них очень высокий потолок в старом фонде, и они хотят сделать частично второй этаж. Несущая конструкция будет из металла. И металлисты сказали им:
Ребят, вы пока можете окна не менять в квартире, потому что мы все будем заносить через окно, и, скорее всего, мы вам ваши окна нахрен разобьем. Поэтому, пожалуйста, пока их не меняйте, оставьте старые деревянные. Всегда думайте о подъеме, о заносе, потому что чем нестандартнее, чем сложнее доставка, тем она дороже. Теневые плинтуса. Там, где двери скрытого монтажа, там, конечно же, скрытые или теневые плинтуса. От теневых меня сразу отговорили, сказали, что это редкостный геморрой, что нужны просто идеальные стены и лучше с ними не связываться. Но с теневыми оказалось все тоже не так-то просто. Нет единой технологии по установке теневых плинтусов. Во-первых, самих плинтусов очень много, ну а во-вторых, каждый строитель рассказывает свои байки, и нужно просто вот поверить им, что они сделают все правильно. Есть еще эстетический момент. Мне больше всего нравится, когда вот этот теневой шов минимальный, то есть сантиметр либо 1,5. Больше уже, в принципе, некрасиво это смотрится, как будто у вас вот штаны задрались и видно носки. Меньше будет уже нереально туда положить чистовой материал. И это будет уже ближе к скрытому плинтусу. Тогда какой вообще смысл в теневом? И здесь очень важно правильно выстроить процессы, положить чистовой материал после, либо положить до. Самое правильное — пообщаться с вашим маляром, потому что именно он будет делать примыкание настенного покрытия к теневому плинтусу. Вот никто лучше маляра вам не скажет, как правильно делать. Потому что если установку теневых плинтусов вы дадите строителям, то они сделают под себя и скажут: да пусть маляр потом разбирается, мне в принципе я все сделал, все, пожалуйста. А потом придет маляр и скажет: это невозможно замалярить, сюда невозможно подойти. И чаще всего теневые плинтуса устанавливают именно маляра. Поэтому обязательно пообщайтесь со своей бригадой, со своими строителями и обсудите технологические процессы, что, после чего и как вы будете делать все, что связано с теневым плинтусом. С классическим плинтусом таких проблем не будет. Вы сильно сэкономите и избавите себя и своих строителей от головной боли. Кстати, когда я только задумывал ремонт в своей квартире, я снял отдельное видео о моих хотелках, о том, что я вижу в своей будущей квартире. Можете по ссылочке посмотреть, что я хотел и от чего я в итоге отказался. Равнитель пола. Когда я делал первый ремонт в своей первой квартире, я вообще не использовал равнитель, я на существующую стяжку просто положил ламинат. Конечно же, у меня получились волны, конечно же, у меня получились тени под плинтусами, в одном месте у меня вообще яма получилась. Но я очень сильно экономил, и, в принципе, я знал, на что иду, и меня это все устраивало. Но под плитку нам все равно пришлось заливать равнитель. Поэтому, в принципе, если у вас супер бюджетный ремонт, то на равнителе под ламинатом вы можете сэкономить. Если у вас уже какие-то более требующие ровного покрытия, например, паркет, но равнитель вам все-таки придется залить. Потолки. На нашем канале есть отдельное видео, где я сравниваю гипсокартоновые потолки и натяжные потолки. У нас там целая битва, и в конце видео понятно, кто побеждает: натяжной потолок или гипсокартоновый. Если у вас по потолку идет проводка и вам нужно ее прикрыть, то самый дешевый способ это сделать — это, конечно же, натяжной потолок из ПВХ, который будет крепиться на стену, на дешевый такой, знаете, пластиковый профиль, который будет закрываться маскирующей лентой. Я недавно был в Москве на квартире, сданной с ремонтом от застройщика, и там были использованы как раз эти ПВХ-потолки с маскирующей лентой, и это, конечно же, смотрится ужасно. Я бы потратился на более дорогое решение — теневые профиля, когда у вас нет вот этой пластиковой ужасной ленты, а стена как бы заходит за потолок в тень. Это, по сути, как теневой плинтус снизу, так и теневое примыкание на потолке. Но это, конечно же, будет стоить вам дороже. У себя в квартире я буду использовать два типа потолков. В жилых комнатах будет бетонный потолок. Для многих это просто открытие. У меня дочка пришла, например, я сказал, что будет бетонный потолок, она сказала, что это какая-то ерунда, что ей не нравится такое решение, но извини, я дизайнер. Это мое видение. И я просто покрою бетонный потолок матовым лаком, чтобы он не пылил сверху, чтобы сверху не сыпалась пыль. При этом минимально буду использовать разводку электрики по этому потолку. То есть все выводы будут из стен, вместо светильников будет шины. В общем, потом будет обзор, а вы все увидите. Но именно покрытие этих потолков будет просто бетон под лаком. Это, в принципе, наверное, самое дешевое решение из всех возможных. Но нужно очень аккуратно к нему подходить, потому что очень легко испортить эту эстетику. А в коридоре, кухне и ванной у меня идет разводка всех проводов, и там я буду использовать натяжной потолок с теневым примыканием.
Но единственное, это будет не просто самый дешевый ПВХ-потолок, это будет тканевый потолок, у него гораздо выше характеристики. Ну а если у вас классический ремонт с лепниной, с гипсом, то, наверное, про экономию вам и не надо рассказывать. И я думаю, что вы понимаете, что натяжной потолок в принципе не подходит для такого ремонта. Здесь подойдет только гипсокартон, на который вы легко прикрепите гипс. Но про экономию, в принципе, можете сразу забыть. Подоконник из керамогранита. Подоконник – это тот элемент интерьера, который, в принципе, иногда не видно. Вот, например, я сейчас живу в квартире, и у меня за шторами спрятаны подоконники, они дешевые, пластиковые, но я вообще их не вижу. Я единственное их вижу, когда у меня там кот сидит, и мне нужно с ним поздороваться утром. Все, больше это единственный вариант, когда я вижу подоконник. Но если у вас открытая стена с окном, у вас нет штор, у вас, может быть, какие-то деревянные жалюзи, то, конечно же, подоконник будет виден. Особенно, если это дешевый подоконник, знаете, с этими отлетающими боковушками, которые обычно очень любят ставить нам застройщики. Тут, конечно же, придется разориться. Но и тут я немного схитрил, я не стал покупать дорогой подоконник из натурального камня, из мрамора, из какого-то там кварцевого агломерата. Я поставлю просто керамогранит, то есть очень недорогой, там, отечественный керамогранит, он стоит там 1500–2000 тысячи за метр. Мы сделаем запил под 45 градусов и снизу аккуратно подойдем маляркой. Таким образом, у меня будет ровная стена, у меня не будет ничего торчать, но при этом плоскость подоконника будет из керамогранита. Это будет очень эстетично и в то же время практично. То есть любой цветок ставьте, проливайте, делайте, что хотите, с керамогранитом ничего не будет. Ну и, конечно же, керамогранит ничего не впитает, потому что мой кот, он постоянно сидит на подоконнике, у него постоянно какие-то грязные, мокрые лапы, он где-то там в туалете своем извалялся, и вот это все может остаться на вашем камне. С керамогранитом такой проблемы не будет, вы просто протрете и ничего не останется. Радиаторы и подводка к ним. Под окнами почти всегда у нас находятся радиаторы. И опять же, если нет тюля, нету штор, то радиатор выходит на первое место. Но радиаторы стоят ощутимо, они реально стоят больших денег, если вы хотите дизайнерский радиатор. И дизайнерские радиаторы стоят довольно дорого. Но у меня на стенах, где радиаторы, будет тюль, поэтому его будет не особо видно. И я решил радиатор просто покрасить в цвет стен. В принципе, на этом я очень сильно сэкономлю. Но есть один момент, который меня очень сильно бесил и на котором я не стал экономить, это подводка к радиатору из пола. Это постоянно мешает, убирать будет очень сложно, то есть швабра, пылесос, вот эта подводочка, она будет мешать. Потом вывод шелбы из инженерной доски. В течение года доска то расширяется, то сужается, там будут появляться щели. Тем более отопление же у нас тоже меняется, оно то горячее, то холодное. И вот эти щели будут забиваться всякой грязью, поэтому их надо как-то сверху прикрывать. Вот этих прикрывашек нету эстетичных, их просто не существует. Они обычно такие дешевые, пластмассовые, либо металлические, то есть красивого там ничего нет. Поэтому я поступил очень просто. Я этот вывод перенес в стену. И у меня радиаторы запитаны просто из стены. Это там стоило определенных денег, но при этом я полностью лишился от проблемы с вот этим дурацким выводом из пола. Заказной текстиль. Давайте закончим со стеной с окнами. Если вы живете в городе и у вас недалеко соседские окна, и вы не хотите демонстрировать свою жизнь, то, конечно же, вам чем-то нужно закрывать окна. По мне, так без штор в принципе неуютно. Когда они появляются в интерьере на финальной стадии, то интерьер полностью меняется. Мне всегда нравится этот волшебный момент преображения. Когда ты заходишь и видишь, что интерьер полностью поменялся. Это очень классно. Он наполняется уютом, он наполняется жизнью. В общем, шторы – это важный момент. На самом деле это касается любого предмета, висящего на окнах. Это может быть не только тюль или какие-то рулонки, это может быть деревянные жалюзи, какие-то римские шторы. В общем, любой декор на окне – это всегда очень классно. Весь текстиль в моей квартире будет шит под заказ. И, конечно же, это будет стоить довольно дорого. В предыдущей квартире я вообще не заморачивался. Я поехал в Леруа Мерлен и купил вот самые простые шторы. Они стандартные, они подходят практически для всех квартир со стандартной высотой потолка, то есть это до 2,8 метра. Я их не подшивал, то есть где-то они у меня волочатся по полу, где-то их не хватает, но в принципе при этом я потратил очень мало денег. То есть эти шторы, ну они ничего не стоят, они стоят там, не знаю, 5000 рублей за штору. Конечно же, шторы, сшитые из дорогих материалов, сшитые на заказ, это, конечно же, совсем другие деньги, но и картинка тоже будет совершенно другая. Это, конечно же, можно сравнить с покупкой дорогой одежды. Если она сшита под заказ из дорогого материала, именно для вас, конечно же, она будет стоить в разы дороже, чем какой-то недорогой масс-маркет, который подойдет всем, сшитый по каким-то общим лекалам. Встроенные в стену смесители.
Идем в ванну. Я считаю, что инженерия – это то, на чем нельзя экономить. Ну, в разумных, конечно, пределах. В разумных – это когда вы заказываете смесители из Италии и потом ждете их 8 месяцев. И у вас из-за этого встает полностью стройка. Ну, это мой случай, но когда я дождался, у меня был просто праздник. Почему я ждал смесителей и остановил стройку? Когда смесители встроены в стену, то внутренние части вам нужны на черновом этапе. Вы не можете закончить ремонт, сделать выводы и потом пришедшие смесители просто навесить. Вам обязательно нужна внутренняя их часть. И вот именно ее я и ждал. Вот когда дождался, мы сразу же установили ее в стены, зашили гипсокартоном. До этого это сделать было просто невозможно. Ну и на бюджет тоже очень сильно влияет стройка. Она обычно дороже, чем стандартные навесные смесители. Но если вы решили вот идти по трэшу, просто экономить по максимуму, то можно купить самые дешевые китайские смесители, отказаться от шумоизоляции фановой трубы, не ставить никакие фильтры. И потом, спустя пару лет, у вас вот эти китайские дешевые смесители засорятся ржавой водой, которая прошла у вас без фильтра, у вас постоянно будет звучать фановое, когда ваши соседи будут ходить в туалет, и вы будете всем этим наслаждаться каждый день. И есть еще один момент, который я сделал, это датчики от протечек. Они устанавливаются под стиральной машиной, под раковиной на кухне, под ванной, можно сделать под унитазом. И они уберегут вас от дальнейших протечек, если вдруг что-то случилось. Но если вы экстремал и покупаете самую дешевую инженерию, то я дам вам очень хороший совет, то обязательно застрахуйте квартиру. На самом деле это стоит, 5000 рублей в год. Это ничего не стоит, но это убережет вас и ваших соседей от дальнейших проблем, если что-то вдруг произойдет. Керамогранит. Я считаю, что на полу кухни и прихожей должна быть обязательно керамическая плитка, еще лучше керамогранит, у него просто повыше характеристики. Но если у вас не хватает бюджета на какой-то дорогой, крупноформатный, импортный керамогранит, то сейчас есть очень много отечественных аналогов, они все в принципе неплохого качества, если не брать самое-самое дно. Есть очень достойные примеры, и если вы возьмете что-то такое не яркое, не сильно дизайнерское и выраженное, то, скорее всего, этот керамогранит прослужит вам долго и очень долго не потеряет актуальность. Он будет смотреться реально дорого. Поэтому берите плитку спокойной, природной цветовой гаммы, и результат будет очень хорошим. Вся ванна у меня облицована плиткой стандартного размера, это 120 на 60 сантиметров. В принципе, здесь нет ничего эксклюзивного, но стену за ванной я решил декорировать крупноформатом. Мне очень понравилась одна испанская плитка, она очень интересная, фактурная, и главный плюс, что будет всего 2 вертикальных шва за счет большого размера. Но есть один очень важный момент, кроме стоимости плитки, которая я считаю, что просто неадекватная. Чтобы эту плитку затащить мне в квартиру, она просто не влезет в лифт, то есть ее как-то придется тащить по черновой лестнице. Но мы с прорабом нашли выход. Этот крупноформат у меня идет не от пола, он идет от подиума, поэтому размер будет не во всю его длину. Мы замерим эти размеры до миллиметра, нам их порежут на производстве, и вот этот размер, он уже подходит под лифт, и его смогут протащить без каких-то особых заморочек ко мне в квартиру. Таким образом, я сильно уменьшу стоимость доставки. Эпоксидная затирка. Эпоксидная затирка – это вечный материал. Вот вы затерли, и она будет служить вам вечно. Но она стоит раза в 3-4 дороже, чем обычная цементная затирка. Ну и работы по ней стоят тоже раза в 2 дороже. Потому что там цена ошибки очень велика. Если вы случайно что-то не так сделали, то потом оттереть это и выковырять будет очень сложно, потому что она просто схватывается намертво. На самом деле это довольно новый материал, и, например, бассейны, в них же не эпоксидная затирка, в них обычная цементная затирка с специальными добавками, закрепителями. В принципе, она держит воду, и вода никуда не уходит. Поэтому можете сильно не заморачиваться на эпоксидку и сэкономить на этом материале. Конечно же, лучше посоветоваться с вашим плиточником, потому что в итоге ему отвечать за ремонт, за свою работу, если вдруг начнет высыпаться его цементная затирка. Но эпоксидная затирка – это точно не про бюджетный ремонт, а визуально большой разницы не будет. Покраска стен. Сейчас очень модно красить стены в один цвет, но чтобы правильно покрасить стену, вам нужно хорошо ее подготовить. Если она из гипсокартона, то это будет целый ряд работ. То есть сначала вам надо положить гипсокартон, потом расшить швы, потом их зашпатлевать, потом наклеить стеклохолст, потом сделать 2 слоя шпаклевки, потом это все вышкурить и после этого только наносить грунтовку и покраску. То есть представляете, сколько стоит такая работа? В противном случае краска сразу выявит любые неровности. То есть вот любая неровная стена, у вас все это сразу будет видно. Чтобы сэкономить, проще всего использовать широкие флизелиновые обои. И чем они будут толще, тем
они качественнее стянут стены и уберут неровности. После этого вам надо их просто загрунтовать и покрасить. Ну, есть еще вариант, можно использовать вместо покраски фактурную штукатурку. Вот у меня за спиной, например, стена фактурной штукатурки. Это очень бюджетное решение. Просто покрасить ее, если еще сделать на нее направленный свет, то она еще и заиграет своей фактурой и скроет все ваши неровности. То есть это самый бюджетный вариант. Но единственное, мне кажется, что если у вас вся комната будет в такой фактурной штукатурке, это будет немножко безумно. В случае с теневыми плинтусами и скрытыми дверями на стенах сэкономить точно не получится. Нужны идеально ровные стены. И в противном случае вы получите какой-то такой дешевый кривой ремонт, похожий больше на какой-то, знаете, дешевый офис. И как многие считают, что можно сделать дешевый минимализм, но дешевый минимализм сделать не получится, поверьте мне. Мебель вместо люка над унитазом. Над унитазом у меня находится узел коллекторов, фильтры, система от протечек, вот эта вся вот история от сантехники. И чтобы ее закрыть, чаще всего используется скрытый люк в плитке, но по опыту могу сказать, что вот, например, у меня в квартире этот люк всегда открыт. То есть вроде как он скрытый, но раз в месяц все равно мне нужен доступ к счетчикам. И каждый раз нажимать, меня это просто на самом деле раздражает, и он всегда приоткрыт. Меня строитель убеждал, что так будет, и я ему не поверил. Это реально так, он всегда открыт. Еще когда вы его плотно закрываете, у вас может сколоться кусочек плитки. В общем, это решение, честно говоря, так себе. Поэтому на новой квартире я решил пойти другим путем. Вместо скрытого люка из плитки я сделаю по моим размерам встроенный шкаф с распашными дверями. Это, конечно же, будет дорого, потому что все, что мы делаем по замерам, под заказ, конечно же, это все сильно дороже, чем просто там дешевый хаммеровский люк с плиточкой. Но доступ будет при этом очень легкий, вот одним движением можно открывать, получать доступ, ничего не надо защелкивать, ничего не будет откалываться, и я готов за это заплатить. Если же цель пойти вот по трэшу, да, то, конечно же, самое простое, самое дешевое решение – это купить такой белый пластиковый лючок, ну, не знаю, повесить на него картину, что ли, чтобы это хоть как-то смотрелось. Есть еще одно решение, можно сделать ролету, то есть это металлическая ролета, которая будет вот так раскрываться и давать вам доступ. И есть еще одно такое спорное решение, может кому-то оно понравится, в каком-то стиле оно зайдет, это тупо повесить штору. То есть у вас будет тканевая занавеска, вы ее открываете, получаете доступ и закрываете. Такое решение также можно использовать, когда у вас низкий бюджет, чтобы заменить двери шкафа. То есть у вас, например, шкаф-ниша, и вы вместо дверей просто делаете шторы. Я так делал на первой квартире, когда нужно было максимально сэкономить, и в принципе смотрится неплохо. И можно, в принципе, детям показывать какой-то театр. Столешница из кварцевого агломерата. После установки кухни каменщики будут делать замеры и изготавливать столешницу из кварцевого агломерата. Это долго, дорого, но я готов пойти на все эти траты, потому что я очень люблю кварцевый агломерат. Мне нравится его внешний вид и характеристики. Но если бюджет не позволяет купить дорогую столешницу из кварцевого агломерата, то, пожалуйста, не меняйте ее на столешницу из искусственного камня. Она будет стоить так же дорого, ну чуть-чуть дешевле, но смотреться это будет крайне неэстетично. Я видел очень мало столешниц из искусственного камня, которые выглядят эстетично. Обычно это белые столешницы, белый камень, которые имитируют террацу. Вот они более-менее похожи. Настоящая терраса из эпоксидной смолы и кусочков натурального камня стоит очень дорого. Прям сильно дорого и дороже даже, чем кварцевый агломерат. Поэтому это точно не про бюджетное решение. Если вы решили максимально сэкономить, то можете купить ПВХ-столешницу. Сейчас, в принципе, уже делают неплохой ПВХ. И не покупать вот эти дурацкие затычки, а сделать еврозапил. В принципе, с ним смотрится, ну, более-менее, и при этом прослужит вам довольно долго, потому что, ну, пластик, что с ним будет? Только если вы на него расплавленный чайник поставите, то он может как-то там повредиться. А так, в принципе, у него очень хорошие характеристики и прослужит вам довольно долго за свои деньги. Инженерная доска. Мне нравится, как на полу выглядит натуральное дерево. И самое оптимальное по цене и качеству сейчас это инженерная доска. Из-за своей многослойности она самая стабильная. Но бюджет на нее, конечно же, довольно высокий. И, конечно же, за счет того, что это натуральное дерево, с ним нужно вести себя более деликатно и аккуратно, потому что любое неаккуратное движение будет на нем оставлять вмятины. Если хотите сэкономить и не париться с эксплуатацией, то вам подойдет ламинат либо кварц-винил. Сейчас очень много разных вариантов, очень много текстур и рисунков, и они смотрятся очень даже неплохо и очень похожи на натуральный материал. Наверное, единственная разница, что он на ощупь не теплый, а холодный. Хотя, в
принципе, многие говорят, что кварц-винил, он нагревается от воздуха и, в принципе, тоже довольно приятный. То есть это не ледяная плитка. Есть еще один хороший плюс, то что кварц-винил либо ламинат можно подогревать с помощью теплого пола. С натуральным деревом это не получится, потому что просто дерево не пропустит тепло, и пол будет работать просто впустую. Кварц-винил, как в одном из наших проектов, можно даже прикрепить в бассейн на потолок. Вот бассейн у нас сегодня какой-то эталон износостойкости. И при огромной влажности в бассейне, при испарении с кварц-винилом на потолке ничего не будет. Если вы натуральное дерево приклеите на потолок в бассейне, то очень скоро все это дерево пойдет волнами, вот так исказится и, скорее всего, упадет вам на голову. Поэтому никогда, пожалуйста, не делайте таких вещей. Мебель на заказ. Наверное, не стоит объяснять, что заказная мебель всегда дороже серийной. Но если серийная вам не подходит по дизайну, или у вас встроенная мебель, то, конечно же, здесь подходит только один вариант – делать мебель на заказ. Но и тут можно сэкономить. Если вы делаете мебель на заказ, то можете использовать более простые материалы, особенно во внутренних частях мебели, которые не видны глазом. Это существенно сэкономит вам бюджет. На самом деле то же самое касается и мягкой мебели. Ну и, конечно же, я пошел по жести. У меня 2 заказных шкафа, заказная кухня, заказная кровать. И единственное, что меня будет радовать, то что они будут выглядеть так, как я хочу. И для дизайнера, наверное, это очень важно, именно визуальная составляющая его интерьера. Стеклянная гардеробная. В спальне мне нужна огромная гардеробная, чем больше, тем лучше. И чтобы выиграть место, я использую не обычную стену, а стеклянную. Это выиграет где-то 10 сантиметров. Я думаю, не надо объяснять, что эти 10 сантиметров обойдутся довольно дорого и, конечно, значительно дороже, чем выстроить стену толщиной 10 сантиметров из гипсокартона или даже из газобетона. Но это же дизайнерский ремонт. Меня каждый раз поражают заказчики, которые удивляются, что хотят все индивидуальное, все штучное, но при этом спрашивают, а почему у меня так сильно выросла цена ремонта? Ну, потому что не бывает штучных вещей по низкой цене. Но если нужно бюджетное решение, как я рассказывал раньше, вы можете просто поставить одну стену, а вместо дверей сделать штору. И это будет супер бюджетно, а внутри просто сделать из ДСП там открытые полочки и рейки. Это будет стоить супер бюджет. И такое же решение можно применять еще, когда у вас нет места, например, под дверь. То есть вот дверь не влезает в маленькую постирочную, а вам нужно как-то спрятать стиральную машину. Можете повесить штору, и она будет эстетично закрывать стиральную машину. Арт-объекты. В спальню я купил тумбочку, привезенную из Индонезии, из массива тика. Она очень аутентичная, она привнесет в комнату очень много истории. Конечно же, она стоила недешево. Правда, я уверен, что в Индонезии она вообще ничего не стоила, и ребята просто на 10 умножают цену и продают здесь. Но что поделать, надо как-то еще ее привезти сюда. Но чтобы сэкономить, вы можете купить мебель на блошином рынке. И на самом деле сейчас это вот вообще не зазорно. И не то, что там я притащил мебель с помойки. Это супер модно, и вообще все, что связано с ресайклом, с переработкой, с обновлением старых вещей, это супер актуально и, в принципе, в глобальном смысле очень классно звучит. И вот любой модный журнал в первую очередь вот покажет вашу квартиру, потому что вы заботитесь о природе, заботитесь о переработке, о переосмыслении старых вещей. Я, например, так сделал со старыми венгерскими тумбочками. Они валялись у моих родителей, помню, все детство. Потом они переехали за ненадобностью на дачу. Они где-то лежали там в сарае полураздолбанные. В итоге я на даче прямо устроил эксперимент. Я взял серебряную краску, баллончик, вот так их закрасил. И они стали реально арт-объектами. То есть я выкрутил золотые ручки, сделал серебряные тумбочки, прикрутил ручки и потом поставил их в новую квартиру. И они просто обрели новую жизнь. И это смотрелось очень классно и несло еще очень интересную философию. Получилось интересно и стоило, ну, какие-то копейки, там, стоимость одного баллончика краски. По поводу арт-объектов у нас на канале есть интервью с искусствоведом, можете посмотреть по ссылочке. Там мы как раз обсуждаем, как за небольшие деньги полностью изменить ваш интерьер с помощью искусства. Посмотрите, это на самом деле очень интересно, и это снимет все вопросы об искусстве, о современном искусстве, об искусстве в интерьере, которые только могут у вас возникнуть. Как сэкономить на декоре?
Чтобы завершить картинку и сделать интерьер уютным, обязательно поставьте в интерьер цветы. Не надо много цветов, буквально 2-3 больших цветка. Чтобы сэкономить, вы можете купить их на Авито. Авито — это, в принципе, находка, там же вы можете купить какую-то винтажную мебель. Не старую мебель, а винтажную мебель, это очень важно. Обязательно добавьте ковры. Ковры добавят акустического комфорта в вашу квартиру. Единственный момент, у вас не должно быть аллергии. Это тоже важный момент, о котором можно забыть. По поводу цветов и декора, мы недавно снимали обзор дома моего коллеги Андрея, загородного дома, и там было очень мало декора. И чтобы сделать красивую картинку, нам нужно было что-то положить на стол. И мы воспользовались моими советами из видео про теплый минимализм. Мы просто пошли за участок, дошли до леса, срезали 3 ветки и просто положили их на стол. Все, стол заиграл новыми красками, реально получился декор. Поэтому, в принципе, если вы идете по улице и валяется ветка, вы можете смело ее брать, ставить в вазу, у вас получится очень красивый эстетичный декор, без каких-либо затрат. Но аккуратнее постарайтесь, чтобы декор не шел вразрез с приметами, в которые вы верите. У меня друг рассказывал, что он маленький принес домой камыши, поставил их в вазу, это было очень красиво, но потом пришла бабушка и сказала, что это к смерти, и нафиг их выкинула. Ну и, конечно же, как я говорил раньше, добавьте в ваш интерьер предметы, которые будут радовать именно вас, которые будут связаны с вашей историей, которые будут иметь какую-то связь поколений. Вот я, например, хочу повесить дома картину, которая валялась у меня все детство на полу, у родителей, пылилась, я ее отреставрировал, и она будет у меня висеть на стене в новом багете, красивая, и напоминать мне о моем детстве и связывать наше поколение. Поэтому вот такие предметы, они особо ценные, они сделают интерьер именно вашим и наполнят его историей и уютом. Обязательно сделайте это, потому что просто голый новый интерьер – это может быть красиво, дорого, но и это не несет никакой ценности и никакого уюта, сколько бы вы ни вложили в это денег. Поэтому хороший, интересный, красивый ремонт на самом деле можно сделать недорого, если вы, конечно, не сумасшедший дизайнер, повернутый на своей работе. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, на чем еще можно сэкономить, чтобы интерьер смотрелся стильным, красивым, интересным, но при этом не съел весь ваш бюджет. Если видео было полезным, то обязательно поддержите его лайком, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Переходите во все наши инфоресурсы, я оставлю ссылочки, там очень много всего интересного для вашего вдохновения. До скорой встречи на нашем канале. Пока-пока!